Привет, это Артур из Зеленых. Мы начинаем наш дайджест интересных зеленых новостей. Черное море в Анапе стало по-настоящему черным. Темная зловонная жижа начала стекать в море из реки Анапки. Местные жители делятся кадрами в социальной сети. Жители диагностируют происхождение субстанции однозначно. В реку попали сточные воды. На центральном пляже возобновились традиционные купания в фекальной речке Анапки, пишут они в соцсетях. Но у мэрии, конечно же, другое мнение. По их словам, аварий на канализационных системах с выходом канализации в реку Анапку нет. Помутнение воды связано с резким подъемом уровня реки, при котором сильным течением со дна поднимается взвесь черного ила. Но должен ли в таком случае стоять отвратительный запах? Если вдруг вы с Анапы и что-нибудь об этом знаете, то напишите в комментариях. Кстати, туристов не смущает изменение цвета воды вокруг них. Большое количество отдыхающих продолжает купаться, несмотря ни на что. Если вы читаете новости, то знаете, что в Кабуле сейчас все, в общем-то, достаточно грустно. Помимо всех актуальных проблем, выяснилось, что Кабул еще входит в топ-3 самых грязных городов мира. Но, как выяснилось, есть города, где все еще хуже. Так, например, крупнейший культурный, образовательный, экономический и промышленный центр Восточной Сибири, город Красноярск, возглавил список самых грязных городов. Красноярск получил это гордое звание еще в августе 2020 года. В этом же году Красноярск вновь утвердился на первых позициях рейтинга. На самом деле ситуация очень серьезная. Горожане жалуются на сильный запах и отсутствие видимости. Бензопирен, формальдегид, диоксиды, окись азота – все это витает в воздухе и убивает людей. Кроме того, за несколько лет режим черного неба в Красноярске стал привычным делом. С 2012 года в Красноярске с незавидной регулярностью вводится режим НМУ – неблагоприятных метеорологических условий. Звучит, в общем-то, безобидно, но если в это время взглянуть на город своими глазами, становится жутко. На несколько дней миллионник окутывает плотная прослойка едкого смога, от которой местные жители без преувеличения задыхаются. Поговорим о радуге. Но не волнуйтесь, никакой пропаганды. В реке Каваш в Сосновом Бору Ленинградской области появились радужные пятна нефтепродуктов. По факту произошедшего проверку начал Росприроднадзор. Реку уже осмотрел инспектор. Установлено, что нефтепродукты поступают в водный объект из дренажной канавы, в которой наблюдается маслянистая пленка. За ситуацией также наблюдает местная администрация, водоканал и представители гаражного кооператива. Жалобы поступили не только на образовавшуюся пленку, но и на специфический запах. В месте впадения стоков из канала в реку установлена нитка боновых ограждений, однако это не предотвращает поступление загрязняющих веществ в Каваш. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности по факту нарушения природоохранного законодательства и нанесения ущерба окружающей среде. Надеемся, что виновные все же будут найдены. Кстати, чтобы предотвратить подобные случаи, в будущем необходимо установить нефтеловушки и фильтры-патроны для очистки сточных вод. Живописная природа, красивые леса, речка. В деревне Горетово Можайского городского округа есть все условия для прекрасного отдыха и проживания. Кроме одного – свежего воздуха. Предприниматель приспособил участок для сельскохозяйственных земель под незаконную свалку, и теперь оттуда исходит страшная вонь. Мало того, совсем рядом со свалкой проходит русло речки, впадающей в Можайское водохранилище. Владелец участка складирует и сжигает здесь различные бытовые отходы. Жители также жалуются на то, что он перегородил в своих интересах проселочную дорогу, которой часто пользовались местные жители. Экоактивисты партии «Зеленые» провели рейд на место, в котором приняли участие представители Министерства экологии и природопользования Московской области, а также журналисты регионального СМИ. По итогам рейда на место незаконной свалки были вызваны сотрудники правоохранительных органов.
Экоактивисты сообщили, что будут следить за тем, чтобы ситуация разрешилась в пользу жителей. Ждите меня на следующей неделе с новым выпуском, а я жду от вас лайка, подписки и колокольчика. И да пребудет с вами Мать Природа!